Всем респект, с вами Фиспект. Я думаю, каждого из нас коснулось это повышение цен на комплектующие. Лично мой пример. У меня был ПК на 2080 Super, который я долго и упорно себе собирал. Продал его при переезде, и началось повышение цен на все вот это дело. И сейчас он стоит минимум 250 кусков, и то бэушный. И в итоге сейчас я сижу на этом, потому что больше себе не могу позволить. А что уж говорить про людей, которые в принципе сидели без ПК или хотели обновить свой старенький и копили, собирали деньги. В общем, все оказались в полной жопе. И тут начали появляться какие-то решения, костыли. Например, люди начали собирать все чаще ПК на Xeon, люди начали смотреть больше на встроенную графику Vega от AMD. Ну и по странным лично для меня стечением обстоятельств, ПК в сборе с DNS начали стоить адекватных денег. Если раньше кто-то покупал ПК в сборе, на него смотрели как на дурака, типа ты мог собрать дешевле сам, то сейчас вообще не так. Какой бы готовый ПК ты не взял, собери то же самое отдельно по комплектующим, оно тебе выйдет дороже. Именно поэтому готовые сборки становятся все интереснее и интереснее. Ну я, Фиспект, наскреб 50 тысяч рублей чисто для контента, чтобы купить самый популярный ПК в DNS от Expo с очень интересными комплектующими, которые отдельно выходят дороже, естественно, и заказов у этого ПК много, и отзывы положительные. 50 кусков чисто на контент, в конце вы узнаете, что я с этим ПК сделаю, а пока я надеюсь на ваш лайк, чтобы такие ролики выходили чаще. А сегодня мы посмотрим на эту невзрачную карабусину за 50 тысяч рублей, стоит ли она своих денег, можно ли собрать какие-то альтернативные варианты самому или на других платформах, а также глянем на Авито, что вообще можно собрать за такие же деньги. Стоит оно своих денег или нет, сегодня вы это узнаете. А еще вы знали, что в Европе покупать ПК гораздо выгоднее, чем у нас? Да и уровень жизни там будет получше. И я думаю, вы не раз задумывались о переезде в Европу, но скорее всего думали, что это очень сложно. Сегодня европейское образование доступно каждому. Можно жить и учиться в самом центре Европы и не платить за обучение в университете. Например, в Чехии все абитуриенты поступают и учатся на равных условиях, независимо от возраста и пола, гражданства, результатов ЕГЭ и оценок в школе. Все, что необходимо сделать, это выучить чешский язык на уровень B2 и успешно сдать вступительный экзамен. А помочь в этом сможет GoStudy, школа, занимающаяся языковой и специальной подготовкой иностранных абитуриентов к поступлению в чешские вузы уже более 20 лет, и на счету у нее 1000 выпускников. GoStudy учит не только языку, но также имеет специальные программы по предметам в зависимости от выбранного вашего направления. На всех этапах вас будет поддерживать профессиональная команда кураторов и преподавателей, с которыми процесс получения заветной визы и сам переезд станет комфортным. И также во время годового курса вас ждет масса мероприятий и путешествий по Европе. Как я уже и сказал, для поступления необходимо выучить чешский язык, для этого и есть GoStudy, и их годовые курсы, которые можно пройти в Праге или Брно. Также есть комплексные программы, которые включают дополнительные часы подготовки по предметам самого разного профиля, от медицины до технических специальностей. По окончанию курса от GoStudy вы сдаете государственный экзамен по чешскому языку на уровне B2, получаете сертификаты и поступаете в чешский вуз. То есть вы оплачиваете только первый год изучения чешского языка в GoStudy, а потом получаете высшее образование в университете Чехии бесплатно. Ну а после с европейским дипломом вам открыта дорога в любую точку Европы. Дата начала обучения 1 сентября, 1 октября и 1 ноября. Лучше всего ехать к 1 сентября. Чем раньше вы приедете в Чехию, погрузитесь в языковую среду и начнете учить язык в школе, тем легче пройдет процесс адаптации. Также для абитуриентов творческих специальностей есть курсы с ранним началом, с 1 июля, так как приемные комиссии творческих вузов работают в сдвинутые сроки. Поступление идет зимой. Все подробности о языковых курсах и программах на сайте GoStudy по ссылке в описании. Переходите и узнавайте, как получить образование мечты и улучшить свою жизнь с помощью GoStudy и переездом в Европу. Удачи! Это переход, короче. Ну что же, ПК Dex Mars E326, заказал его с DNS и доставили мне его Яндекс.Курьером, и произошла следующая неприятная ситуация. Ну отмените заказ по-братски, ну ядрить тебя, колотить, 50 кусков, ну смотрите, если вы не зовете, я заберу. Если вкратце, то курьер вымогал у меня ПК, просил отменить заказ, потому что в таком случае ПК достанется ему, а также прятал оперативку себе в карман. В общем, полную историю я расскажу у себя в телеграм-канале. Ссылочка будет в описании, но так как видос не об этом, все-таки пару слов про DNS я тут скажу. Раньше, когда я что-то заказывал оттуда, всегда доставляли курьера DNS, а сейчас это прикладывают на плечи Яндекс доставки. Почему вообще товар за 50 тысяч доверяют какому-то незнакомому человеку? В общем, если будете заказывать с DNS, не заказывайте, лучше пойдите и купите так, сами в ручками, ножками. Но все-таки свой ПК и оперативку я смог отвоевать, и вышло мне это вот в такую вот сумму. Позже вы узнаете, зачем я купил еще и оперативку, а сейчас мы распаковываем наш игровой ПК. Просто так достать его не получилось, поэтому пришлось резать коробку. И вот он во всей своей красе, тупо черная карабусина. Что самое интересное, хоть DXP производит свои собственные корпуса, лично я не знаю, какое там у них качество, но примерно догадываюсь. Здесь используется не их фирменный корпус, а термалтековский. Неплохой бюджетный корпус, сделанный не из фольги, сверху, снизу есть полевые сеточки, нормальный кабель менеджмент, воздух проходит спереди не насквозь, а все равно там есть такие щели, и снизу забирается воздух, в общем,
с воздухом тут тоже все будет в порядке, хотя спойлер, пока этот вообще не греется. Передняя панель находится не спереди, а сверху, наверное, это удобно, но не для владельцев кошек, потому что эти маленькие засранцы любят нажимать на кнопку выключения своими лапками. И наконец-то, открыв его нашему взору, показывается вот такая вот скучная сборка с боксовым интеловским кулером, да. Но первое, на что я обратил внимание, это блок питания. Спасибо, что не от Dexpo, потому что они тоже БП производят. А здесь стоит от Cougar STE 500 Вт. Не самый хороший блок питания, бюджетный, но спасибо, что Cougar, а не Dexpo. И честно говоря, я не понимаю, в этом ПК от Dexpo только название корпуса не взяли от чужой фирмы, блок питания тоже от чужой, хотя у них есть свои фирменные. В общем, непонятно, но для нас это хорошо. Ну так что же у нас скрывается за боксовым интеловским охлаждением i3 10100F? Будем честны, перед тем, как покупать это ПК, я больше симпатизировал AMD, ну типа дешево и хорошо, но как оказалось за такие деньги, а именно 7000 рублей, на AMD, камушка, ты просто не найдешь такой же мощности. Ближайшее, что можно лучше найти от AMD, так это Ryzen 5600, но стоить он будет уже 13 тысяч, да к нему еще и докупи оперативки хорошие, поэтому выйдет это вам в кругленькую сумму. И как бы я не любил AMD, здесь мне придется признать, что 10100F идеальное решение. 4 ядра, 8 потоков, 3600 МГц и тепловыделение 65 Вт. Боксовый кулер справляется с лихвой, потом вы в тестах в этом убедитесь. И лучше процессора из новых с магазина я, к сожалению, не смог найти. Если я в чем-то не прав, обязательно пишите в комментариях, а мы идем дальше к материнской плате. Anus ROG H510M HVS. Это просто дефолтная бюджетная мать для бюджетной сборки, и просто лучше смысла нету ставить. Самое интересное то, что тут 2 слота под оперативную память, и стоит всего лишь одна плашка оперативной памяти на 8 гигабайт 2666 МГц. Что за бред, я не понимаю. Но ведь до этого же все так хорошо шло, была идеальная сборка, и логично, что ПК в сборе покупают люди, которые не хотят разбираться в том, что там спецификации, как лучше все установить и так далее. Здесь поставили одну плашку на 8 гигабайт. Могли поставить 2 по 4, чтобы остаться в том же бюджете 50 тысяч, но при этом был двухканал и производительность выросла. Или поставить 2 по 8, чтобы был двухканал с 16 гигабайтами, и о ужас, ПК бы стал на 2500 рублей дороже, как бы мы это пережили. В общем, нету ни одной здравой причины ставить одну плашку на 8 гигабайт. Это самый главный косяк в этой сборке, который делает ее не идеальной. Да любой Вася знает, что нужен двухканал, да и в принципе 8 гигабайт сейчас мало, что за бред, я не понимаю. В общем, вы продаете ПК, который всем хорош, кроме вот этого момента. И не знающие люди просто не поймут, почему он у них медленный. В общем, если вы будете покупать такой ПК, то 100% нужно покупать еще 8 гигабайт оперативки, что я и сделал, и мою оперативку пытался стырить курьер. Я смог ее отвоевать, и как оказалось, когда я уже открыл ПК, меня обманул комментатор с DNS. Дело в том, что перед тем, как купить конкретную оперативку, я почитал все отзывы в DNS, и там человек сказал конкретную модель оперативки, которая стояла в его ПК, но ревизия, видимо, другая, и у меня стояла другая оперативка. В общем, получилось, что одна зелененькая, другая черненькая, но они обе стали на 2666 МГц, поэтому все норм. Мне повезло, чтобы вам не испытывать судьбу, лучше сначала купите ПК, посмотрите, какая у вас оперативка, а потом купите еще точно такую же. И уж извините, тестов на стоковых 8 гигабайтах не будет, потому что ни в одной из возможных вселенных, если вы покупаете этот ПК, вы не можете пользоваться только 8 гигабайтами. Обязательно нужно докупать еще 8, чтобы было 16. Ну что же, переходим к самому сладенькому. Видеокарта 1050 Ti от Polit, и это это ужасно. Ну как ужасно? Это плохая видеокарта, сказал бы я 2 года назад, если бы сейчас она не стоила 28 тысяч, а другие видеокарты стоили бы еще дороже. А какие, собственно, варианты? Купить себе Vega 11 от AMD и играть 20 FPS? Ну, наверное, как временное решение ок, да и у меня многие друзья сейчас так поступают, но это все равно хуже, чем 1050 Ti. Я не уверен, что у многих денег есть в принципе на 1050 Ti, начнем с этого. И возможно, чтобы сэкономить, вы пойдете на Авито, и возможно, это правильное решение, ведь там 1050 Ti можно найти за 15 тысяч. Но я напоминаю, видеокарте уже 5 лет, и ты не можешь быть до конца уверен, что с ней, гретая, не гретая, майненная, не майненная, что вообще с ней происходило за эти 5 лет. И как бы прискорбно это ни звучало, в наше время 1050 Ti в этой сборке это хороший вариант, и банально следует попробовать собрать самому ПК, у вас не выйдет. За такие деньги у вас ничего не выйдет. Только вдумайся, если ты захочешь собрать этот ПК сам, ты переплатишь 4000 рублей, и при этом еще потратишь время на сборку. Кайф. Так что 1050 Ti это круто, экономим целых 4000 рублей, но перед тем как устанавливать винду, потому что уже подходим к финалу, посмотрим, что с задней стороны крышки. И здесь у нас что-то типа кабель менеджмента. Я бы побольше стяжечками стянул, ну да и ладно, и так сойдет, потому что сюда никто не смотрит. Здесь стоит SSD-шник на 512 гигабайт, а протестируем мы его уже после установки винды. После того, как я его впервые запустил, у меня была установка винды. Я подумал, офигеть, я за 50 тысяч получаю лицензионный Windows. После того, как все установил, оказывается, нифига. Тебе предустанавливают Яндекс-сервисы, какие-то офисы, хрен знает, что еще вшито в эту Windows. В общем, нужно переустанавливать, потому что я такому ссоре не доверяю. Я было уже обрадовался, что здесь стоит лицензионная Windows, которую ты настраиваешь прямо с нуля, чистенькая, голенькая, девственная, но здесь предустановлена какая-то дичь после установки Windows. Это вообще не дело. Хрен знает, что еще внутри этой винды зашито. Может быть, вирусы какие-то, трояны. В общем, нужно сносить и ставить чистенькую.
Плюс это OEM-ный ключ, а это просто бэ. И еще никто не запрещает сотруднику DNS накатить туда свой майнер, чтобы фармить биточек на моей видюхе. Короче, сносим. Поставил я 10, но сразу же винда предложила мне обновиться до 11. Я скачал эту пробу для проверки. Оказывается, этот ПК полностью подходит для установки Windows 11. Я просто был счастлив, потому что я к ней уже очень привык. Поставил я, значит, 11 уже как родненькая, и начинаем тестировать. Первым же делом мне было интересно SSD-шники. Он здесь вообще неплохой. Я думал, будет прям, ну, совсем дешман какой-то медленный. Нет, хороший SSD-шник. Чуть ли не предельные скорости для саташного SSD-шника. Далее я открыл прогу, где вы можете поставить видос на паузу и прочитать всякие там показатели, но для меня это не особо интересно. Интересен мне был стресс-тест в AIDE. 62 градуса на боксовом интеловском кулере. Этот процессор вообще не греется. А по сути наш корпус охлаждается только одним термалтейковским вентилятором. И этого хватает полностью. И это при том, что TDP у процессора 65 Вт, а греется он максимум до 62, а может греться до сотки. Это его предельная температура. В общем, очень холодная система. Дальше я специально для вас, родненькие, купил FPS монитор за 370 рублей, чтобы сделать красивые графики и посмотреть, как все у нас там по FPS-икам в играх. Честно говоря, я уже старик и не знаю, где конкретно сейчас нужно тестировать игры, но так как я гей, дотер, я протестировал в доте, и тут меньше 70 FPS не падало, прям в замесе за местным. Но в целом так 140 FPS это на ультра. Сейчас я заново начал играть в Warframe на новом аккаунте, и вот есть Cetus, открытый мир на высоких настройках графики, а здесь упор у нас идет в процессор. Когда у тебя в пати кто-то там далеко спавнит мобов, иногда происходят фризы, но они не особо мешают играть, и это прям происходит очень редко. Да и плюс сам Warframe в открытом мире не особо-то и оптимизирован. Майнкрафт на ультрах работает идеально, ни процессор, ни видюха на максимум не нагружены, можете еще накатить шейдеры и моды, вообще будет все замечательно, 250 FPS, здравствуйте. Ну и хоть мне Киберпанк не понравился, я его все-таки купил за 2000 рублей, а возвращать деньги в Стиме уже было поздно, именно поэтому тестируем в Киберпанке 25 FPS. Привет. Упор идет, конечно же, видеокарту, если понизить разрешение, возможно, станет чуть-чуть играбельнее, но все равно некомфортно. В общем, Киберпанк забудьте на этой системе. И вообще не понимаю, зачем блогер половину своего ролика уделяет тестам ПК. Если вы хотите посмотреть прям тесты в каких-то там во всех играх, просто вводите конфигурацию в Ютубе и смотрите людей, которые этим занимаются, прям каналы этому посвящают. Я, в принципе, без тестов могу сделать выводы по этой сборке. Стоит она своих денег или не стоит, стоит ли ее покупать или не стоит, и вообще, что делать дальше. Смотрите, 50 тысяч рублей, практически идеальный ПК, если бы не ситуация с оперативной памятью. Вам в любом случае придется докупить еще 8, чтобы он нормально работал. Но в целом это очень неплохая сборка от Expo. Впервые я вижу что-то нормальное от их фирмы. Но что если тебя не устраивает такое решение на 1050 Ti, и ты хочешь чего-то получше? У нас, значит, есть еще 3 стула. На первом это Xeon. Если готов мучиться, то что-нибудь да получится. Второй стул это режим ждули. Ты покупаешь себе ПК на Веге и копишь на нормальную видеокарту. Но что-то у меня все знакомые друзья, которые купили себе ПК на Веге, в итоге на Веге сидят и про видеокарту они уже вообще забыли. Ну и третий стул это православный Авито. Если тебе получится собрать ПК с Авито, он получится дешевле, чем сборка с DNS от Expo. Я бы на каждую из этих 3 тем, 3 стульев хотел бы снять видос, но будет продолжение только если вы покажете свою заинтересованность в виде лайка и комментария под этим видосом. И напишите в комментариях именно, что вам больше всего интересно лично мне собрать ПК на Веге. А что же я буду делать с этим ПК? Дело в том, что он мне не нужен. У меня и у моей девушки ПК помощнее чуть-чуть будут. Но дело в том, что сейчас, когда я заканчиваю озвучивать этот ролик, смотрю, он стоит 55 тысяч, то есть за 2 дня плюс 5к стонкс. Да к тому же я еще и купил 8 гигабайт оперативки, в общем, я попробую его продать на Авито. А процесс продажи и за сколько мне получилось его продать, вы увидите у меня в телеграм-канале. Там же истории про курьера, который пытался у меня его украсть и заснул оперативу себе в карман. Короче, там вся движуха и новости, связанные со мной. Если вам интересно, переходите. А если вам интересны ролики про ПК, ставьте, пожалуйста, лайк и пишите комментарии. Потому что я очень хочу продолжать рассказывать про всякие разные сборки. У меня в голове еще куча идей для подобного контента, поэтому надеюсь на ваш лайк, и тогда таких видосов будет больше. Поэтому надеюсь, мы друг друга поняли. С вас лайк, а с меня, не знаю, желаю вам 3090 Ti. Спасибо за просмотр, пока.